Сегодня будем рисовать осенний венок. Я, собственно, честно говоря, о существовании таких не знала до вчерашнего дня. Оказывается, их очень много, бывает очень разные, и это, скорее всего, я так понимаю, более американская такая традиция. Вот эти рождественские венки, и, оказывается, есть осенние. Много разных. Я выкладывала ссылку на доску в Pinterest, выкладывала в шапке профиля. Вот есть такие с бантиками. Ну вот бантики, кстати, по-моему, немножко странно смотрятся на такого плана венках. Вот. Но они вообще такие очень-очень классные, очень такие с настроением. И я думаю, что это один из тех сюжетов, в которых тоже практически невозможно ошибиться. И мы поэтому с вами сегодня, у нас будет такое расслабленное очень рисование. Мне вот очень нравится, когда тыковки вот здесь вот где-то есть. И у большинства венков вот можно заметить, да, что правая часть остается не закрытой, и основная вот эта вся конструкция располагается с левой стороны. Собственно, это не только композиционно красиво, это еще и, я думаю, что имеет значение, потому что они же висят в конечном итоге, и должен быть вес как-то более или менее адекватно распределен, чтобы они потом не упали, все эти венки. Вот за основу будем брать вот такой, потому что тут большая классная тыква. Вот, и да, что нам сегодня нужно будет? Нам сегодня нужно будет нарисовать вот эту тыкву, нам нужно будет нарисовать по мелочи вот эту вот всю зеленушечку и сделать так, чтобы она выглядела более или менее сбалансированно. Вот об этом я попозже поговорю подробно, как это сделать. Для того, чтобы у нас получился, собственно, венок, для его каркаса лучше всего взять что-нибудь круглое и это обвести. Я вот возьму такую икеевскую штучку. Вот, и что еще? Сейчас, секундочку. Вот так. На тот случай, если прям под рукой совсем-совсем нет ничего круглого, сейчас напомню о том, как можно достаточно легко построить, собственно, кружочек. Да, у нас вертикальная линия, горизонтальная линия, пересечение и одинаковые части. Мы вот отмеряем карандашиком и одинаковые части откладываем с каждой стороны. И потом стараемся поставить руку так, чтобы у нас вот здесь, вот, чтобы шла она по прямой, вот здесь, чтобы шла тоже по прямой. И вот так вот строим, собственно, все 4 части круга. То есть почему важно, чтобы здесь было по прямой, чтобы не получалось, что у нас вот так вот и дальше. Вот именно вот такое движение руки. Вот когда купола рисуем, еще что-то в этом духе, это тоже очень полезно, когда мы об этом знаем. Так, посередине кружочек. Собственно, нам нужно, чтобы осталось потом место где-то сверху, с боков. У меня такой не совсем вертикально расположена камера. На самом деле он у меня вполне себе по центру. Вот этот кружок, собственно, мы его карандашом делаем, и он у нас должен не слишком ярким быть, да, потому что частично мы его потом зарисуем, что-то закрасим. Вот. Собственно, это внутренняя часть венка. Что касается внешней части, немножко отступаем, там сантиметр примерно, зависит от того, насколько мы толстым хотим этот венок сделать. И вот тот же самый круг, фактически подобную окружность, повторяем на некотором расстоянии. Тоже такими слабыми линиями, потому что это у нас тоже как бы вспомогательная часть. Вот. Смотрим дальше. Рисовать начнем, собственно, с основного объекта, с такого большого, который тут у нас есть, это тыква.
Что касается тыквы, сейчас покажу на черновичке, как ее рисовать и на что обратить внимание, когда тыкву вообще рисуем, такой вот классической формы, во всяком случае. Тыква, как овощ, состоит из нескольких таких сегментов, да. Если мы не будем, если мы немножко оторвемся от того, что это у нас там тыква большая, круглая и так далее, и посмотрим на ее плоскую форму, то можно заметить, как ее разделить на много простых форм. То есть получается, что у нас есть вот эта плодоножка, и от нее вот здесь вот эта линия, да, по которой идет вот часть тыквы, вот она почти прямая. И здесь она закругляется больше, вот ближе к плодоножке. И что очень важно, вот эти сегменты, они такие очень ярко выраженные, да. И что еще более важно, сегменты, которые вдалеке, они у нас, во-первых, ну, как бы поменьше, да, потому что вот здесь вот у нас расстояние тоже вот оно как бы меньше, чем вот это, да. И вот эти вот дальние сегменты, они вот такие маленькие, и тоже вот они создают вот не просто такой вот кружочек, хопа, раз, раз, и тыква, да, а это именно сегменты, вот такие, да, какие-то там они могут быть более разные, менее разные, но тем не менее, вот в конечном итоге тыква будет вот какая-то такая очень-очень сегментированная. Вот, понятно, да, о чем речь? И вот, тут у нас, поскольку тыква в повороте, да, что мы будем начинать, собственно, с вот этого вот, с плодоножки. И дальше по сегментам. Вот так. Вот так. Передние большие, а остальные уже такие поменьше. И не забываем о том, что у нас вот фактически здесь вот где-то пролегает вот эта окружность, да, то есть вот условно можно разделить как бы вот здесь вот прямая, вот здесь тоже прямая, и вот здесь тоже прямая. И все эти углы мы просто их вот так вот, ну, берем и скругляем. То есть вот эти длинные части, да, которые вот, разграничивают сегменты, они, ну, такие, они более плоские. Вот. И это нам даст отличную возможность создать что-то, что хорошо напоминает тыкву. Итак, давайте с вами тыкву сначала разместим где-то, где она у нас будет находиться. Пусть вот где-то вот в этом районе. Вот это очень-очень тонко намечаем просто для себя, чтобы не запутаться и для того, чтобы не получилось потом, что мы начали тыкву рисовать вот здесь, и она у нас вылезла там вообще куда-то не туда. Вот, допустим, тут у нас тыква. Отступаем некоторое расстояние для того, чтобы нарисовать плодоножку. Здесь у нас дуга, не прямая линия. Вот на это обращаем внимание, потому что тыква под углом. Дальше, вот тут тоже обращаем внимание на то, чтобы не лепить вот прямые линии, там, треугольничками, квадратиками и так далее. А вот представляем себе, что вот у нас это плодоножка. Вот здесь она толстенькая, потом она чуть-чуть сужается, потом она немножко она длинная такая. Здесь вот тоже какой-то овальчик, это у нас толщина плодоножки, такая она на нас смотрит. Дальше тоже она сначала узкая, и потом она вот так вот расширяется. Можно там еще сзади что-то добавить. Вот такая вот, в общем, плодоножечка. Дальше идем по сегментам. Выводим вот от плодоножки, проводим сначала фактически прямую линию чуть-чуть наверх, потом ее начинаем закруглять, потом почти прямую ведем, и вот здесь тоже сильно закругляем. Хоп. Смотрим, чтобы нам сориентироваться, да, вот у нас плодоножка начинается, вот здесь мы себе наметим такой небольшой полуовал, тоже легонечко-легонечко, для того, чтобы вот этот загиб делать вот именно в этом месте. Идем дальше. Вот здесь у нас загиб будет менее ярко выраженный, потому что
Это у нас уже более фронтальная часть, которая смотрит на нас. Тут тоже делаем. Загибаем. Нижнюю часть чуть позже сейчас проработаем. Дальше следующий сегмент выгибается уже на другую сторону. Вот так. И далее сегменты пойдут, они будут более частыми. Что это означает? Это означает, что вот здесь вот расстояния сокращаться начинают. Хоп. Вот здесь, видите, вот он этот момент, сегментированная наша тыква. Следующий сегмент еще меньше, и тоже вот он ярко выраженный. А следующий, вот мы вот здесь, вот его внизу, да, мы его вообще уже не увидим. Он у нас будет вот куда-то туда загибаться, то есть это уже та часть тыквы, которая скрыта от нашего поля зрения. Дальше вот здесь тоже делаем ярко выраженный сегмент. И по такому же принципу тыква сверху. Тоже фактически прямая линия наверх. Скругляем ее, прям резко так закругляем. И делаем ярко выраженное вот это вот соединение двух долей тыквы. Следующий у нас снова маленький, и вот здесь он заканчивается, то есть его не видно за вот этой частью. И потом вот здесь вот такие вот сегменты, которые нам, в общем-то, не видны совсем, да, но мы все равно обязаны показать, потому что у нас это вот такая часть тыквы, собственно, видите, такой вот патиссончик получился. Вот если вот эти прямые части, вот которые мы с вами, да, вот мы о них говорили, для простоты построения, прямая, закругляем и прямая часть. Вот если их делать более такими выпуклыми, то тогда тыква будет более такой пузатой. Вот, а так вот она, вот этот вариант больше на патиссон такой похож. Тоже такой миленький. Вот, смотрим дальше. Смотрите, у нас есть много-много зелени, мы ее прорисовывать будем не всю, какую-то мы прорисуем только акварелью, но нам нужно, чтобы какие-то ключевые моменты у нас были. Среди этих ключевых моментов вот эта веточка красивая, веточка чего-то с ягодками, да. Вот здесь вот более крупные ягоды, вот эти вот ягоды тоже замечательные, крупные. А некоторые листочки, вот которые прям очень-очень явно их отчетливо видно, вот здесь вот что-то, да, вот эти вот маленькие, мы их нарисуем. А все остальное, вот эту вот массу, мы будем добирать уже именно в цвете. Таким образом, немножко отступаем от тыквы. И вот здесь у нас ягодки. Ягодка раз. Просто кружочек, без там, без всякого. Следующая ягодка у нас немножко за вот этой первой. И еще одна тут рядом. Тут можно обозначить вот эти вот полукруги, да, которые вот эти ягодки. Я не знаю, кстати, тоже, что это. Вот. Вот такие вот они темненькие. Ну, в принципе, тоже симпатично. Можно обозначить эти полукруги, можно, в общем-то, их опустить. Лера пишет, что проблемы с эфиром. Я вот не могу сказать, у меня не вылетает, это хорошо, думаю. Так, вот большие ягодки. Здесь у нас тоже вот будет большая ягодка. То есть вот мы их разместим сейчас так немножко по треугольнику, да, то есть вот так вот. И вот здесь еще тоже большую ягодку нарисуем, чтобы они у нас, ну, чтобы у нас уже, да, создавалась какая-то композиция небольшой такой объем. Дальше веточки вот эти вот с кругленькими всякими штучками.
Она у нас спускается, сейчас будет спускаться, вот смотрите, такой загогулиной, прям практически от центра. Вот так вот. Для того, чтобы вот такую линию, да, провести, мы сначала фактически обводим, не касаясь бумаги, мы обводим вот эту часть, именно полукруг, да, и потом ведем его аккуратно, вот прям продолжением вот этой линии, спускаем его вниз. Здесь ягодки вот эти небольшие, можем отметить их карандашом. Здесь на что обращаем внимание? Ягодки чуть-чуть разные по размеру и чуть-чуть разные по расположению. Что я имею в виду? Чтобы у нас с вами не получалось, что вот у нас веточка, и вот мы вот так вот сделали ягодки. То есть так, в принципе, ягоды тоже так растут, это тоже вариант. Но когда строим рисунок, будет очень так хорошо, гармонично выглядит, когда ягодки там одна большая, одна маленькая, одна там где-то сзади, там одна куда-то еще там немножко отошла. То есть вот впечатление, да, вот от этой вот и от этой грозди, оно создается разное. И в принципе, ну, как бы, как всегда, зависит от того, что хочется передать, потому что если хочется передать некоторую геометрию природную, то, конечно, можно и направо-налево, так вот, без проблем. Вот. Дальше внизу тоже сделаем такую. То же самое, смотрите, вот мы проводим, да, по нашей окружности и потом хопа, вот так вот чуть-чуть выводим вниз. Чтобы это нужно для того, чтобы линии были плавные, чтобы было ощущение, что вот эти все веточки и прочее, что они действительно как-то, ну, вплетены в венок. Вот. И не забываем о том, что у нас вот здесь еще есть толщина, то есть она на самом деле и вот здесь вот тоже есть. Дальше размещаем листочки. Вот здесь уже выведем линию не из внутренней части круга, да, а как бы из середины, потому что нам нужно, чтобы объем у нас создавался в том числе из середины. Немножко загнутая такая линия, и на ней у нас будут листочки. Что касается листочка, вообще отличное тоже упражнение на руку, на расслабление руки. Мы можем делать листочки вот такие. В таких сюжетах, вот такого плана венках и прочих вещах, вот такие вот листочки, именно формы как лодочки, вообще суперски смотрятся, просто шикарно. Здесь нам большая прорисовка листочков не нужна, потому что мы в основном все равно будем кистью это все делать. Но что касается листов, вот такие вот плавные можно делать движения, более вытянутые, более вот такой вот сердцевидной практически формы листочки тоже бывают. И если они там чуть-чуть разного размера, да, у основания, как сказать, вот как у рябины листья, да, вот у основания они побольше, а потом они поменьше. То есть даже если они в форме сердечек, вот даже прям вот такие, тоже выглядят хорошо и интересно. Вот, поэтому, собственно, эту вот веточку, которая у нас есть, мы на нее сейчас нарисуем немножко листочков. Для того, чтобы они смотрелись не очень симметрично, можно, видите, что делать? Они вот здесь вот плодоножка у листочка, а у следующего чуть-чуть ниже. То есть они не на одном уровне, и тогда выглядит как будто прям, ну, прям такое несимметричное, прям нормально все. Вот. Дальше какие-нибудь большие листочки сейчас сделаем. Вот сюда большой листочек. И что там еще сверху? Вот здесь вот тоже идет направление, да, некоторое направление вот этой всей зелени. То есть не делаем, самое главное, не делать вот таких вот перпендикулярных листочков, потому что тогда будет такой лохматый вид. Вот. А нам нужно, чтобы это было все-таки что-то такое
более ну, структурированная, скажем так. Вот такие вот листочки тоже хорошо. И еще тоже вот замечательный вид растительности, вот особенно в такой кустистости, это когда у нас есть вот такая травинка, и в конце там что-то там вот такое. Это тоже рисуется, ну, в основном акварелью, не карандашом. Но вот эти направляющие можно сразу сделать. Как они делаются тоже. Вот мы берем, прям ставим карандаш и его в сторону откидываем. То есть вот такого плана движения тоже они очень хороши и полезны. Собственно, вот здесь в правую сторону мы тут наметим, что у нас, да, будет что-то такое акварельное, что-то мы потом там начеркаем. Вот. Сюда, в эту сторону, вот эту зубную щетку. То есть какие-то травинки, да, у которых там на конце потом что-то будет. Сюда тоже можно вывести вот в эту сторону что-нибудь такое с ягодками, с маленькими. Ну, вот здесь можно еще сделать листочек. Вот сюда тоже у нас тут что-то будет такое травянистое. Вот это вот прям вот, ну, последняя такая грань, куда стоит вообще заводить зелень, потому что дальше у нас будет вот этот вот, вот этот сам венок, сами ветки. И опять же, чтобы вот ориентироваться, да, вот здесь вот еще какая-то листва вот такая будет. Здесь вот пару листиков, вот это вот та причина, смотрите, да, почему вот эти все вспомогательные линии вообще должны быть довольно светлыми, потому что иначе, увы, их придется стирать или их будет видно. Дальше. В принципе, все. Ну, то есть можно добавить что-то еще такое для того, чтобы можно было легко потом хоп-хоп и покрыть все акварелью. Но на самом деле тут уже ничего не надо, все остальное будем в цвете добавлять. И, собственно, венок. Вот с венком интересно, то есть здесь у нас вот эта вот линия, ее как бы нет, она как бы вспомогательная, но мы на нее, конечно, очень сильно ориентируемся, и вот каким образом легко можно сделать вот такую структуру венка, да. Вот у нас есть кружочек, и мы ведем такую волнистую линию вдоль этого кружочка, а потом ведем еще одну, а потом еще, а потом еще. И таким образом вот у нас создаются вот эти вот переплетения. То есть там же, ну, как-то там сплетены ветки, и в принципе для нас не имеет принципиального значения, как именно они сплетены. Но для того, чтобы получить вот этот вот некоторый хаос, и вот именно для того, чтобы оно было хаотично, да, а не так вот, что вот мы сейчас полосочку, потом еще полосочку, вот для этого очень хорошо, когда вот мы таким образом проводим какие-то линии, на которые мы потом будем именно ориентироваться, да, при работе с цветом. То есть вот у нас есть внутренний круг, у нас есть внешний круг, и внутри него мы вот такие зигзаги проводим. Здесь внимание, вот эти зигзаги, во-первых, они не слишком частые, вот не так, а более волнистые. Во-вторых, они должны друг от друга отличаться не только по направлению, да, что один вот так, второй вот так, а должны отличаться еще и по амплитуде, или как это более правильно сказать. В общем, вот такие вот должны быть червячки разные. Где-то здесь, где-то в зелени тоже будут проглядывать вот эти ветки.
Но это мы просто держим в уме, и это мы вырисовывать не будем. Ну и еще можно, вот единственное, что можно еще вот нарисовать, там же есть ветки, которыми они перетянуты, то есть вот такие вот перетяжки можно нарисовать для, так сказать, пущего натурализма. Вот. Все, карандашный рисунок на этом окончен. Поэтому убираем вспомогательные линии и готовим воду. Вообще, прям, конечно, такие очень интересные венки, вот эти все, такие милые. Я аж подумала, они сделают ли что-нибудь похожее. Очень красиво, очень так, ну, правда, по-осеннему создает настроение. Вообще здорово. Что касается цвета, вообще такой есть интересный факт, что ну, в любом наборе, у любого практически человека остаются ну, какие-то цвета, которые практически не были использованы. То есть у меня это, видите, вот этот вот ярко-красный цвет, поэтому я вот его сегодня хочу взять в дело. Наконец-то, он дождался своего часа. То есть это такой теплый красный, теплый, который более оранжевый, чем более фиолетовый. Вот, вот, Лера, будем с тобой вместе венки делать. Да, ну они прям правда классные, прям очень мне нравятся, конечно. Так, и использовать мы с вами будем сегодня что? Охру желтую. Можно просто желтый, можно охру. Почему охру? Потому что это такой, ну, более осенний, что ли, цвет, такой чуть-чуть желтый листвы. Использовать будем зеленую в смесях с охрой, в смеси с ультрамарином, для того, чтобы у нас тоже вот эти вот все цвета, чтобы они были не совсем, ну, не чистые, да, потому что то, что осень, все пожухло. Зеленый с ультрамарином, он такой вот чуть-чуть синенький, зеленый с сиеной, жженый. Сиена, жженый вообще самый главный цвет осени, от этого никуда не деться. Вот такой тоже зеленый, прям оливковый можно использовать. Вот оливковый тоже это очень-очень красивый цвет, вообще невероятный. Вот. И что касается красного, во-первых, в чистом виде, да, во-вторых, его смешиваем либо с охрой, либо с желтым, для того, чтобы у нас был оранжевый, для того, чтобы тыкву с ним делать. Собственно, с тыквы мы и начнем. Что здесь держим в уме? То, что все эти сегменты освещаются по-разному, и то, что вот мое любимое вообще направление света, это вот слева вот сюда вниз, да, или просто слева, справа налево. Вот. Что это будет означать? Это будет означать, что вот эта часть освещена лучше, чем вот эта в целом. И за счет неправильной формы, за счет вот этих изгибов у меня вот там, где, собственно, изгибы есть, там будут блики, прям самые такие, самые-самые светлые участки. Поэтому я делаю что? Поэтому я беру вот этот оранжевый, можно взять кадмий оранжевый там или что-то такое подобное. И самое главное не перетемнить, да, самое главное вот темного или насыщенного мы потом сверху положим, если что, а вот сразу давайте не будем. В общем, берем вот этот оранжевый, кладем его в наши сегменты ближе к плодоножке. Дальше кисточку я вытираю, обсушиваю, и вот здесь вот по краям прошлась, чтобы все, у меня мягкий-мягкий такой край получился. Дальше снизу фактически то же самое, только очень-очень-очень-очень нежно, бледно, пока вот так.
Пока прямо ставим белые части и потом посмотрим, достаточно ли нам их будет, или мы будем как-то усложнять цвет, усилять его, потому что по-разному может получиться. Дальше, следующий сегмент, тоже вот снизу мы покрываем цветом, ближе к плодоножке тоже, ну, там плодоножку через одну уже можно, в общем-то, закрасить, через одну, потому что, чтобы они не смешивались между собой. Вот, кисточку промыла, посушила, об салфетку обтерла и по краям прошлась. Вот, опять же, мягкие такие переходы. Для того, чтобы это все дело было более таким, знаете, акварельным, расплывчатым. Вот еще здесь пока сыро. Я сейчас взяла сиену жженую. И вот прям так хопа, и ее сюда введу. Из-за того, что здесь сейчас еще пока есть вода, вот здесь уже нет, здесь уже... А, нет, тут еще есть. Ну да. Интересно. За счет того, что есть вода, вот этот, переход получается сразу очень-очень нежным. И вот даже если я возьму умбру немножко, прям сюда тоже добавлю для темноты, тоже сами переходы получаются очень-очень нежными. Следующий у нас тыквенный сегмент. Та же самая история, покрываем снизу, размываем край, покрываем сверху, размываем край. И еще один. Я сейчас добавляю больше все-таки красного, чем охры, потому что у него какой-то грустный цвет, бежевый получился. Я хочу пободрее, я хочу прям яркую такую оранжевую тыкву, хэллоуинскую настоящую. Вот, то есть у нас, смотрите, у нас получился вот такой, вот этот можно полностью, в общем-то, закрыть. Вот эти там оставшиеся сегменты, да, про них просто надо не забыть, это важно. Вот я их покрыла полностью, и сиена жженая, вот к серединке их немножко утемню. Вот, у нас есть фактически теперь подложка под тыкву, какая-то такая. Что нам нужно сделать дальше? Нам нужно дальше утемнить, да, усилить более темные части, которые будут, в общем-то, в основном внизу и ближе к вот этим нашим сегментам. Вот по этой стороне, да, внизу можно побольше прям цвета, а к верхней части уже прям сужаем вот эту вот часть. И опять же чистой кистью проходимся по краю. Вот здесь вот, смотрите, у меня сейчас получилась лужа. Это прекрасно, потому что я вот к этой луже сейчас добавлю еще просто красного, и у меня такой будет мягкий, высохла все-таки лужа, мягкий такой переход красивый. Какие-то вещи, да, которые там слишком яркий получился тон, их всегда можно немножко подразмыть чистой сухой кистью. Вот я сознательно не смешиваю, у меня просто нет оранжевого здесь, поэтому я бы, наверное, взяла бы оранжевый и примешивала бы к нему что-то такое, что-то красное, но я сознательно в любом случае не смешиваю большое количество краски, потому что, несмотря на то, что у меня примерно одинаковое будет такое, одинаковая гамма, то есть я использую всего два цвета сейчас, вот охру желтую и красный. То есть все то, что я намешаю, оно в конечном итоге будет абсолютно в одной гамме, но оно будет немножко разной интенсивности и немножко разного оттенка. И для меня это очень хорошо, потому что это позволяет мне, совершенно не напрягаясь, создать некоторое разнообразие.
некоторое разнообразие оттенков в тыкве. Вот охры желтый. Вот это верхние части. Сейчас немножко пройдусь. Просто охрой, там без всяких примесей. И возьму вот красный, немножко прям охры желтый. И дальше еще сиену жженую для того, чтобы этот цвет сделать более темным. Можно даже взять немножко умбры. Цвет я сделала более темным для того, чтобы подчеркнуть вот самые-самые такие вот темные участки. Это ребра, которые вот между нашими тыквенными сегментами. Где-то вот даже их делаю побольше, потолще. Вот здесь тоже будет много темного. Вот здесь внизу много темного. Ну, вот фактически те места, где у меня карандаш, я вот их так бодро закрываю темным. Ну и сверху еще немножко все-таки усилю для того, чтобы... Потому что блики это хорошо, но блики они тоже в принципе остаются не везде, да, и ну, за счет сложной формы вот этих сегментов, да, то есть они есть посередине, но их фактически почти нет по краям, поэтому вот здесь тоже добавляем цвет по краям и размываем всю эту конструкцию. То есть предыдущий слой у нас высох, последующий мы можем позволить себе некоторые вольности и его размыть. Еще немножко красный. Вот прям все. Теперь тыква бодра, весела, красна. Все, с ней все. Плодоножку я оставляю вообще белой. Можно ее немножко сделать вид, что она чуть-чуть бежевая. Но я хочу, чтобы было видно вот прям вот такой большой, прям хороший контраст. Наверное, еще вот здесь вот можно немножко тоже ближе к плодоножке усилить цвет. Возможно, еще вот тут. Самое главное не увлечься и не зарисовать совсем все блики, потому что какие-то все равно должны остаться. Так, пока все. Дальше ягодки. Да, ягодки у нас дальше. Некоторые у нас красные. Вообще я тут хочу сделать вот такой, ну, прям достаточно мощный акцент, да, на красном цвете, потому что это такая пушкинская осень. Вот этот вот багряный. И вот это все. Вот, здесь хорошо смотрится, знаете что? Если вот мы берем довольно много воды на кисточку и берем краску, вот у нас половинка, допустим, половинка у нас красная, а потом мы возьмем кадмий желтый и вторую половинку, вот у нас совершенно шикарный переход из желтого в красный. Здесь тоже можно так сделать. Взяли желтый и потом берем красный. Краски смешиваются сами. Мы им помогаем только немножко. И вот сейчас на листьях вообще отлично увидим, насколько вот хорошо вот это смешение красок, как хорошо оно выглядит. Берем зеленый и возьмем
ультрамарин, пожалуй, да. И сейчас будем наращивать лиственную массу. А что это означает? Это означает, что мы не будем вот прям вот здесь сначала все нарисовали, потом вот здесь все нарисовали. Мы будем проходиться равномерно достаточно по разным листам. Так вот, для начала, вот место, которое там не очень будет видно, которое не будет привлекать на себя внимание, где-то вот тут под тыквой, вот можно прям по принципу кончик, плоскость, кончик, построить первый листочек. И вот смотрите, какая тут тоже интересная штука. Сейчас покажу на следующем. У нас есть довольно много воды на кисти, у нас есть какая-то одна краска. Вот мы так делаем листик. И за счет того, что кисточка разная, время по длительности касается бумаги, краска распределяется по-разному. То есть мы не красим забор, у нас получается вот такие вот разводы. Плюс вот я просушила, и кисточку промыла и просушила. И я теперь могу краску сдвигать в каком-то одном направлении. И вот здесь, вот видите, здесь краски много, здесь краски мало, и в конечном итоге она, когда высохнет, она будет вот такая прям супер, прям акварельная, очень-очень свежая, нежная, красивая. Дальше берем либо оливковую, либо смесь зеленого с сиеной жженой. И вот здесь, вот видите, я даже, в общем-то, не особо пытаюсь там сохранить форму листа, потому что мой интерес не в этом, да, не в том, чтобы это было очень графично, мой интерес в том, чтобы это было как раз более такое хаотично структурированное, скажем так. И вот какая интересная штука. Сейчас тоже покажу ее еще раз, вот на каком-нибудь прям большом листе. Много воды. Вот прям, смотрите, прям хорошо, он прям с лужей. И вот здесь вот я беру вот просто охру желтую и ввожу ее куда-то в начало. Все, дальше она сама там как-то потечет, как-то распределится. Я могу помочь, где-то там что-то вытереть, да, но все равно я оставлю вот где-то больше, где-то меньше, потому что я хочу, чтобы потом вот, чтобы было видно вот эти акварельные разводы, переходы и все остальное. Дальше, по мере того, как эта вся красота высыхает, вот здесь вот я вижу, у меня вот здесь получился переход цвета, вот здесь у меня такой грубый развод от лужи, и я поэтому сделаю что? Я поэтому еще вот кончику этого листочка, я прям еще даже сильнее еще добавлю ему разнообразие. Вот именно такие вот сложные цветовые переходы, они дают, они дают именно мозгу, да, вот почувствовать вот какой-то объем, какое-то что-то там, какое-то движение, скажем так. Единственное, что должна быть ограничена палитра для того, чтобы это все воспринималось гармонично, потому что иначе получится каша. То есть если это будет один оттенок зеленого плюс другой оттенок зеленого плюс еще один желтый, еще желтый, еще желтый, еще желтый, вот в таком случае баланс будет соблюсти уже довольно сложно. То есть за основу во всей вот этой зелени, за основу мы берем зеленый и добавляем в него либо охру, либо что-то желтое, либо ультрамарин. Вообще отличная тема, кстати, вот брать либо ультрамарин, опять же, либо кобальт синий и мешать его с желтым в разных пропорциях, и тогда получается, что все это зеленое, все это каких-то, таких вменяемых, скажем так, вменяемых зеленых оттенков, и все оно разное. И это очень красиво, когда
есть вот такая гармония за счет того, что состав один и тот же, да, а само вот то, что получается, оно очень-очень по-разному может выглядеть. Какие-то листочки можно сделать более свежими. Оставляем, вот видите, вот здесь вот какие-то места оставляем, то есть у нас пока, такой тоже некоторый каркас. Какие-то листочки более зеленые. Вот то, что там вот торчит такое вот со странными листиками, это прям мне видится таким более синим цветом. Зелено-синим, или даже вообще бы я бы голубым бы сделала. Сухоцветы такие. Вот веточка. И вот эти вот веточки, на которых у нас будут ягоды красные, тоже их можно уже наметить. Вот хорошо, если кисточка с тонким кончиком, это тогда значительно прям упрощает задачу. И вот аккуратненько, то есть вот несколько раз движение руки, да, здесь тоже должно быть, вот надо ему уделить большое внимание, потому что, для того, чтобы у нас вот эти с вами, травинки, да, которые выбиваются немножко, чтобы они у нас были вот не вот такими, а чтобы они были тоненькими. То есть можно попрактиковаться, да, и здесь на что обратить внимание, во-первых, кончик, во-вторых, на количество воды на кисточке, потому что если будет очень много воды, тогда неизбежно получится что-то толстенькое. Поэтому вот за этим надо внимательно следить. И опять же, лучше сделать, скажем так, тоньше, чем толще. То есть толщину добавить — это не проблема. Проблема, если уже получилось тоненькое, толстенькое совсем, да, бревнышко какое-то, вот из него сделать тонкое, это так себе задача. Вот. Дальше что мы можем сделать? Дальше мы можем взять охру в любую нашу смесь, которая у нас осталась, да, при условии, что мы с вами тут ограниченным набором цветов пользуемся. Вот, мы можем взять охру, добавить еще какие-то листочки. Обязательно вот в эти травинки, которые мы уже нарисовали, обязательно в них добавить там еще парочку другого цвета, более желтого или, лучше более желтого, для того, чтобы они более так органично смотрелись. Можно взять чистую охру желтую и добавить там какие-то травиночки маленькие и смотреть, чтобы они немножко в разном направлении были, да, то есть вот что здесь вот мне сейчас не очень нравится, вот они все три примерно одинаковом расстоянии друг от друга, например, на одинаковой толщине, и это создает, такое легкое ощущение забора, вот. То есть вот таких вещей тоже лучше избегать. И вот сейчас вот мы смотрим, да, когда нам чего-то где-то не хватает, нам не хватает. Вот здесь у меня тоже, видите, два таких листа, они прям как корабли в очереди в канал стоят. И вот здесь вот я добавлю там парочку травинок в какую-то другую сторону, да, чтобы чтобы разбавить, вот это все. Вот. И теперь ягодки можно уже сделать. Ягодки по-разному. Их можно сделать, в принципе, в последнюю очередь, потому что зависит еще от того, какой цвет был изначально взят. Но их можно сделать в последнюю очередь, потому что они, например, этот красный, который у меня здесь, он перекроет любой цвет, который под ним. Абсолютно непрозрачный. Как мы рисуем ягодки? Сейчас покажу на большом варианте. То есть у нас есть кружочек,
и мы оставляем там какую-то небольшую часть. Даже не столько для того, чтобы это там символизировало блик или еще что-то, сколько для того, чтобы ну, у нас сама вот, чтобы у нас не было вот раз пятно, два пятно, три пятно, а они вот эти вот штуковинки беленькие, да, они получается, если они не прорисованы заранее, они будут разными. И это тоже будет хорошо. Ой, спасибо за комплименты. Ой, так приятно читать. Да, я тоже надеюсь, что все сохранится и все можно будет повторить. Вот, дальше что мы делаем? Дальше мы возьмем кадмий желтый, потому что вот смотрите, у нас сейчас вот такая очень-очень жухлая, хорошая жухлая листва. И мы чуть-чуть в некоторых местах, прям почти точечно, да, обратите внимание, мы ее разбавим желтеньким. Ну, немножко можно даже, в принципе, тыкву мазнуть там в паре мест, тоже будет хорошо. Дальше, моя любимая сиена жженая. Это просто вот прям, ну, правда, цвет, созданный для осени. Вот я ее возьму прям в чистом виде. И вот здесь вот они пошли уже наши веточки. Здесь, смотрите, я не обвожу как бы все, да, то есть пока в той же самой, вот как вот здесь вот наращивали объем, да, так и здесь будем наращивать объем, потому что чтобы у нас получился эффект именно вот этих, ну, как же они называются, это именно эффект веточек, полосочек, да, чтобы это не было что-то такое очень-очень четко структурированное. Тем временем, собственно, сиеной мы можем тоже нарисовать какие-то листики. Смотрим там, чтобы не переборщить, потому что, чтобы не было такого, что слишком много листиков. Вот эти вот наши зубные щетки доделаем, которые у нас тут остались. Вот, и дальше у нас, собственно, остается с вами вот эта часть, вот этот венок. Что здесь можно сделать? Можно смешать кадмий оранжевый ультрамарин, можно смешать сиену жженую и ультрамарин. Мы таким образом получим, если у нас будет больше сиены жженой, то мы получим более коричневый цвет. Если будет больше ультрамарина, мы получим более серо-синий такой цвет. Много воды. И вот у нас смесь, вот эта, в принципе, она похожа на умбру, на самом деле. Можно взять умбру. И вот какие-то моменты я тут сейчас вот этой смесью закрою. Умбру можно взять, да, напоминаю. Какие-то оставлю белыми. То есть вот для того, чтобы сохранить некоторое ощущение воздуха вот в этом венке, там какие-то моменты все равно я буду оставлять белыми. Сейчас добавлю побольше ультрамарина, чтобы был более такой серый цвет. И прям тоненько проведу вот эту большую волнистую линию. Для чего? Для того, чтобы скрепить вот это все. То есть вот эти вот маленькие акценты, они классные, они отлично смотрятся и очень хорошо работают в итоговой картинке. Но вот эти вот сцепки, да, то, что будет вот целиком проходить, они тоже обязательно должны быть. Самое темное место у нас вообще вот в этой картинке, оно под тыквой. Собственно, это важно для того, чтобы тыква не выглядела прилепленной сверху, для того, чтобы она плотно сидела на этом венке. Поэтому все место под тыквой мы закрываем либо умброй, либо другой какой-то темной смесью. Вот. И места вот здесь, вот, например, да, между вот этими ягодками, и я тут оставляла место для чего-то черного в этих ягодках, тоже вот оно темное. Дальше. Вот здесь тоже мы начинаем скреплять
вот у нас там венок просвечивает, или у нас там просто что-то темное. Мы вот это все сейчас собираем этим единым темным цветом. На что обращаем внимание? На то, чтобы, во-первых, не размазать пальцем вот это все, пока мы по кругу проходимся. А во-вторых, на то, что здесь мы тоже, вот мы как бы мы не делаем вот обруч, да, мы какие-то где-то ввели уже темный цвет, где-то еще нет. Вот теперь я взяла умбру, она более такая, более коричневая по сравнению с той смесью, которая у меня была. И вот тут вот тоже я с ее помощью, собственно, где могу нарисовать листики, да, это какие-то, которые торчат, я их там нарисую. Вот, там вот какие-то мелочи, которые торчат немножко. А так вот этот вот я наращиваю вот этот каркас, чтобы он был, во-первых, в принципе, чтобы он существовал, чтобы что-то там внутри вот, проглядывало, да. А во-вторых, все равно какие-то места оставляю не закрытыми. Здесь вот там, где венок, тоже вот я прохожусь вот тем же, что у меня есть, умброй, да, и в том числе и поверху, по отношению к тем местам, которые я уже нарисовала, тоже очень здорово, потому что они перекрываются и, ну, опять же, создают дополнительный объем. Дальше. Ягодки. Вот эти вот большие красные, вот они у меня получились очень такими, очень плоские, поэтому я вот сейчас добавила им немножко цвета. И сейчас вот эти вот маленькие добавлю сюда. Вот, и, собственно, переходим к самому главному, к самому интересному. Прямо аккурат под конец эфира. Как проверить работу на сбалансированность и как понять, какие моменты еще добавить. Есть отличный способ. Во-первых, можно отойти подальше. Во-вторых, можно посмотреть в зеркало. Но, то есть вот художники, да, вот когда вот они там в кино отходят куда-то подальше посмотреть на свою работу, собственно, это продиктовано не столько тем, что, ой, это такой образ художника, сколько необходимостью посмотреть, как это вообще выглядит на более общем плане. Поскольку у нас с вами не всегда есть такая возможность подойти к зеркалу или далеко-далеко отойти, у нас всегда есть возможность посмотреть через камеру. И вот по какой-то непонятной причине, ну там очевидно из-за особенностей устройства линзы, вот здесь становится вообще отлично видно, где чего не хватает. То есть я вот вижу, что у меня вот тут вот слишком светло, вот здесь вот чего-то темненького надо добавить. Я, собственно, добавлю красненького, потому что не хватает мне хочется сделать какие-то красные акценты, да. И вот таким образом смотрю, где еще уместно сделать какие-то акценты, как можно себя, скажем так, проверить. И вот в тех вопросах, которые касаются там композиции, там еще чего-то, и вот таких вот особенно маленьких элементов, вот посмотреть через экран телефона, это просто бесценно. Тут вот тоже вижу, да, вот у меня тут хопа, такие заячьи уши, вот мне их надо чем-то разбавить. То есть это те вещи, которые не видно, когда просто сидишь и смотришь на работу. Все, на этом все. Всем спасибо. Показывайте обязательно ваши картинки. И встретимся. В общем, встретимся еще. Надолго не прощаюсь.